Сегодня я расскажу вам про третий и четвертый вид заваривания старого белого чая. Итак, у нас остался третий вид, это юэпаофа, то есть отдельный вид варки чая. И четвертый вид мэнпаофа, то есть настаивать или томить чай. Итак, начнем с третьего вида, юэпаофа, отдельный вид заварки. Для юэпаофа, отдельного вида варки чая, мне понадобится такой чайник. Сначала я в него заливаю холодную воду и ставлю на кипячение. Воды я налила 600 мл и взяла 2 грамма чая, потому что пропорция идет 1 к 300, то есть 1 грамм чая к 300 мл воды. И жду, пока вода закипит до начала пускания пузырьков. И когда вода у нас закипела уже до таких пузырьков, мы можем засыпать чай. И оставляем его кипятиться. Итак, как мы видим, чай у нас уже заварился. Я его буду наливать в кондалбэй. Для этого я возьму сито, чтобы, так как чай очень мелкий, крошками, чтобы он не провалился в кондалбэй, я возьму сито для этого. Но обычно, если вы завариваете в гайване, лучше, конечно, не использовать сито, так как в нем остаются много полезных веществ. Итак. Посмотрите, какой у нас получился цвет, такой золотистый. Конечно, если вы любите чай покрепче, вы можете проварить его немного дольше. Или можете просто добавить больше чая. Не 1 к 300, а, например, 1 к 200. Значит, вам надо будет 3 грамма чая. Ну и давайте попробуем, какой чай у нас получился. Так всего лишь заваривается один раз, но этот один раз он и получается самый вкусный. Очень пахнет таким медовым и древесным оттенком. Да, древесным больше. Так как мы не добавили стебельков, он не такой сладкий. В старом белом чае именно стебельки, они добавляют сладости. Но этот по-своему вкус приятный. Конечно, каждый для себя выбирает вид заварки, который ему больше всего нравится или подходит при тех или иных обстоятельствах. Конечно, если вы в офисе, этот вид заваривания тоже подойдет. А если вы дома завариваете, то, конечно, берите гайвань или исинский чайник и пробуйте чай. Четвертый вид заваривания – мэнпаофа, то есть настаивать или томить чай.
Для этого мне понадобится термос. Этот вид заварки подходит для офисного работника или просто для того, кто любит с собой в дорогу взять небольшой термос чая. Итак, пропорции чая 1 к 200, то есть на 200 мл воды 1 грамм чая. Этот термос у меня 500 мл. Я взяла 2,5 грамма чая. Итак, сначала мы засыпаем чай. И для этого мне понадобится вода, которую я докипятила до 100 градусов. И заливаем полный термос. И закрываем. Дайте настояться чаю где-то 3-5 минут. И можно пить. Но тоже, если вам нравится покрепче вкус, заварите немного дольше. Такую процедуру можно повторять 2-3 раза. Когда выпьете наполовину или процентов 70, можно еще раз долить воды. Конечно, каждый всегда должен контролировать время настоя по своему вкусу. У чая нет норм. Вы можете выбрать нормы, которые подходят именно для вас. Я решила в каждом видео записывать вам один лайфхак на тему чая. Так как сегодня мы заваривали старый белый чай, я расскажу лайфхак по отношению к старому белому чаю. Старый белый чай, он укрепляет иммунную систему. И, допустим, если в зимнее время или в позднюю осень, когда начинаются холода, люди могут часто болеть простудой или появляться такой небольшой кашель, вы можете пить старый белый чай, заваривать старый белый чай. Нужно взять такой большой стакан или кружку и заварить таких 2-3 кружки и выпить их. Как его пить? Его пить как бы можно маленькими глотками, можно побольше, но это должно быть не очень с большими перерывами. То есть как бы постоянно его пить. Чтобы ваше тело начинало разогреваться, и может даже кто-то может немного пропотеть, выступить на лбу пот. Это значит то, что ваша иммунная система начинает пробуждаться. И вот так с небольшими перерывами нужно выпить 3 стакана. Конечно, чай не очень должен быть горячий, дайте ему немного подостыть, так как вы не сможете его пить в быстром режиме. Если вам нравятся такие лайфхаки, пишите в комментариях, я буду записывать их в каждом моем видео. Также, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. И если вам что-то интересно, пишите вопросы, я буду на них отвечать.